Дорогие раки, январь 2026 года сразу говорит вам о том, что по-старому дальше жить не получится. С одной стороны чувства, память, привычка опираться на близких и внутренний мир. С другой реальность, обязательства и ответственность. И именно в таком положении рак встречает январь. Этот месяц словно снимает привычную защиту и задает прямые вопросы. На что вы реально опираетесь, в чем ваша устойчивость и что из прошлого вы продолжаете бессмысленно тащить. Ретроградный Юпитер в раке сразу показывает, рост есть, но он не про овации и признание, а про переоценку себя, своих решений и выбранного пути. Сильный акцент Козерога большую часть месяца создает ощущение давления. Может казаться, что жизнь требует слишком многого, собранности, четких решений, и все это именно тогда, когда внутри чувствуется усталость. Но этот процесс не случайный. Январь учит рака не прятаться в своей раковине. Этот месяц затрагивает сразу несколько сфер. Личные и семейные отношения, карьера и социальная роль, а также финансы и здоровье. Здесь важно не играть роль сильного и не делать вид, что все под контролем, если это не так. Этот месяц ценит осознанность и прямой взгляд на реальность. К концу января энергетика меняется. Появляются первые сигналы того, что старые форматы больше не работают ни в отношениях, ни в деньгах. И это начало обновления и настоящего роста. Давайте подробно разберем первую декаду января. Первое ключевое событие начала месяца – это полнолуние в раке 3 января. Для многих раков это одно из самых чувствительных и показательных полнолуний года. Основной акцент будет на теме семьи, дома и близких отношений. Для кого-то это проявится через озарение и взросление, для кого-то через потребность защитить свои границы, а для кого-то через моменты усталости и давления. Важно понимать, что речь идет не о чем-то плохом, а о трезвом восприятии реальности. Полнолуние показывает, где вы живете на автомате, подавляя свои чувства. И здесь январь начинает учить вас главному, а именно ценить внутреннее состояние так же высоко, как и внешнюю стабильность. Финансовые и карьерные сферы в первой декаде могут ощущаться не совсем комфортно. Обязанности никуда не деваются, даже если внутри есть несогласие. Это усиливает ощущение давления или чувство, что тебя не слышат. Важно не принимать импульсивных решений под влиянием эмоций, особенно в первые дни месяца. Переждите это время, сохраняя спокойствие. Основной вопрос первой декады месяца – чего вы хотите на самом деле? И ответ на него становится отправной точкой для всех дальнейших решений января. Все, что проявится в эти дни, напрямую связано с тем, как будет выстраиваться ваша жизнь в течение года. Если рак не подавляет свои чувства и внимательно к ним прислушивается, этот период дает редкую возможность освободить пространство для более устойчивого и честного будущего. Если первая часть месяца была больше про эмоции, то вторая декада требует конкретных шагов, и уйти в чувства уже не получится. Влияние Козерога все еще сильное, и оно заставляет рака смотреть на все зрело. Поднимаются темы статуса и роли, которую вы занимаете в жизни. Это может касаться работы, карьерного направления, финансовых решений или положения в семье. Все, что держалось на доверии или привычке, теперь требует ясных договоренностей. Иногда может казаться, что поддержки меньше, чем хотелось бы, но это и есть проверка месяца, насколько вы способны опираться на себя. Ключевое событие середины месяца – это новолуние в Козероге 18 января. Это новолуние дает шанс закрепить намерения по деньгам, работе и личной устойчивости. Возможен запуск долгосрочных проектов, формулирование конкретных целей, к которым вы будете идти весь год,
а также прояснение личных и профессиональных приоритетов. Не забывайте письменно фиксировать цели и разбивайте их на реальные шаги. Доверяйте внутреннему голосу и тому, что действительно важно для вас. После плотной энергии первой половины месяца пространство начинает открываться с третьей декады. Марс в Козероге до 24 января поддерживает практический подход, активность и дисциплину. Нептун в Рыбах до 26 января помогает развивать интуицию, видеть скрытые возможности, но требует осторожности с иллюзиями. Например, вы можете получить финансовое предложение, которое кажется заманчивым, но нужно проверить детали. Интуиция подскажет правильное решение, если слушать себя, а не эмоции. Переход Солнца, Венеры и Меркурия в Водолей открывает период новых идей, расширения горизонтов и неожиданных возможностей. Вы чувствуете желание свободы, вас тянет к новому опыту и появляется интерес к нестандартным подходам. Могут прийти неожиданные предложения по работе или проектам, а также новые знакомства, которые откроют перспективы. Проявите свой творческий подход и не поддавайтесь излишним страхам. Сатурн в Рыбах помогает вам формировать внутреннюю дисциплину, мягко и без давления. Вы можете проанализировать прошлые ошибки, отпустить старые привычки и обучиться новым навыкам, которые будут полезны в ближайшие годы. Помните о своей внутренней силе и опыте, не торопитесь менять все сразу. Январь дает возможность спокойно подготовиться к будущему. Сейчас вы можете записать или просто запомнить следующие рекомендации. Проверяйте свои расходы, планируйте вложения и фиксируйте доходы. Январь подходит для стратегического распределения ресурсов. Используйте полнолуние и новолуние для анализа отношений и внутренних привязанностей. Оцените, что приносит радость, а что тянет вниз. В работе и проектах уточните приоритеты, сосредоточьтесь на задачах, которые имеют долгосрочную ценность. Что касается социальных связей и контактов, будьте внимательны к нюансам, особенно при финансовых или рабочих переговорах. Не забывайте следить за здоровьем и правильным режимом. Дорогие раки, январь 2026 года одновременно мягкий и решительный. Он проверяет внутреннюю устойчивость, показывает возможности для роста, позволяет честно оценить прошлые решения и закладывает прочный фундамент на весь год. К концу месяца вы ощущаете контроль, внутренний баланс и ясное понимание следующего шага. И именно это делает вас сильнее. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Не пропустите и годовой гороскоп для рака, а также прогнозы и для других знаков на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!